Всем привет! Полонез номер 13 для минор «Прощание с Родиной», который также просто называют полонез Огинского, написан польским композитором Михаилом Огинским в 1794 году под городом Молодечное, Минская область. Композитор, дипломат, государственный чиновник Огинский. Занимал в Речи Посполитой должность, соответствующую министру финансов. Также был почетным членом Виленского университета и членом правительствующего сената. Одновременно писал музыку. Огинский был одним из тех, кто боролся против раздела своей страны. Участвовал в восстании под руководством Тадеуша Костюшко, командовал отрядом, а также написал несколько военных песен и маршей. На все свои личные деньги, именно наличные, казенных денег министр финансов не тронул, он снарядил вооруженный отряд численностью в 2500 человек. Тогда же он отказался и от княжеского титула и стал называть себя просто гражданином. Девизом повстанческого отряда Огинского были следующие слова: «Свобода, стойкость, независимость». Силы же были неравны. В октябре 1794 года восстание Костюшко было подавлено. Речь Посполитая, как государство, окончательно перестала существовать. Сам генерал Костюшко был тяжело ранен и взят в плен российскими войсками, а Огинскому после разгрома его отряда удалось бежать по чужим документам. Считается, что Огинский написал это произведение, покидая Речь Посполитую, или уже за пределами родной страны. Полонез – это музыкальный жанр танца-шествия. Для него характерны медленность, торжественность и грусть одновременно. Чувство тоски по родине, боль за ее судьбу передал он в этой мелодии. В конце произведения звучат жизнеутверждающие ноты, словно автор вложил в них веру в лучшее. Первоначально полонез был написан для клавира, но существует переложение для различных инструментов и оркестра. Михал Клеофас Огинский родился в 1765 году в Мазовецком воеводстве, недалеко от Варшавы. Несмотря на то, что родился он в Польше, литовско-польские князья Огинские происходили из западных русинов, предков белорусов, принявших католицизм. Имя Михал – это польская форма имени Михаил, поэтому его иногда в источниках так и называют. Кроме того, по-польски фамилия правильно читается как Огинский с мягким знаком. Вообще, князья Огинские занимали различные руководящие должности в Великом княжестве Литовском, входившем наряду с Польшей в состав союзного государства Речь Посполитая. Огинский был не только чиновником, но и композитором-любителем и написал довольно много музыкальных произведений. Некоторые из них даже стали популярными в Российской империи, понравились лично императрице Екатерине II, хотя отношения между странами были враждебными. После оккупации в бегах Огинский под видом лакея добрался до столицы Австрии Вены. Туда же чуть позже приехала и его жена Изабелла. У пары было только то имущество и те деньги, которые они смогли унести с собой, так как все их поместья и все имущество на территории бывшей Речи Посполитой было конфисковано Российской империей и Пруссией за участие в восстании. Кроме того, Огинский был объявлен в розыск, и за его голову было назначено крупное вознаграждение, поэтому Огинские жили под чужими именами. А в 1794 году семья переехала из Вены в Венецию, чтобы быть еще дальше от русских агентов. Огинский все эти годы встречался с польскими иммигрантами, ездил и в Константинополь, где призывал султана начать новую войну против России. К началу 1797 года, потратив на путешествие туда и обратно целых 2 года, Огинский вернулся в Париж. Там он познакомился с генералом Наполеоном Бонапартом и предложил ему совершить поход для освобождения Речи Посполитой, обещав поддержку всего населения. Однако Бонапарт отказался и отправился в бессмысленный поход в Египет, загубив там без всякой пользы всю свою армию. Оставаться после этого в Париже не было смысла, и Михаил Огинский поехал в Нидерланды.
где он совсем ранее был послом. Нидерландский король принял бывшего посла и помог. Договорился с королем Пруссии, что Огинскому будет позволено приехать в Пруссию к своей жене, и прусское королевство не станет выдавать его. Таким образом, Огинский в 1798 году смог вернуться к жене. А в 1801 году произошло еще одно событие, круто изменившее жизнь Огинского. На российский престол вступил Александр I. Через год Огинский был прощен и поселился в белорусском поместье Залесье. А через 9 лет был даже назначен тайным советником и сенатором Российской империи. После переехал в Санкт-Петербург. В эти годы он опять пытался что-то сделать. Предлагал императору проект создания Великого княжества Литовского в составе Российской империи, известный как План Огинского, но был отвергнут. Его высшие государственные должности не могли заглушить тоску по утраченной независимости его родины. Огинский не мог видеть, как по его родной земле ходят победители. Ему невыносимо было осознавать, что той родины уже нет и никогда не будет. Он не мог себя заставить служить Российской империи, хотя к нему относились доброжелательно. И через 7 лет, в 1817 году, Огинский переезжает в Вильнюс, позже в Италию, где он и прожил последние 10 лет жизни. В 1831 году во Флоренции Огинский издал в виде отдельной книги сборник нот своих музыкальных произведений, среди которых был и знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Огинский написал несколько десятков композиций для фортепиано, а также камерно-вокальные произведения. Умер композитор 15 октября 1833 года во Флоренции. Существует легенда, что композитор был убит, заколот кинжалом. Однако фактами это не подтверждается. Михаил Огинский был похоронен в пантеоне выдающихся личностей во флорентийской церкви Санта-Кроче, рядом с Галилео Галилеем, Джоаккино Россини, Микеланджело Буонаротти. По иронии судьбы, в Российской империи полонез Огинского стал одной из самых популярных мелодий. Так русский писатель Фадей Венедиктович Булгарин писал в одном из писем: «Кто же не знает полонеза Огинского?» А русский художник Илья Ефимович Репин изобразил Огинского на своей картине «Славянские композиторы», которая установлена в фойе Большого зала Московской консерватории. Какое двуличие! Полонез Огинского рассматривался как вариант государственного гимна Беларуси. Однако, по мнению Государственной комиссии, отклонившей этот вариант, он уж слишком сложен для исполнения и понимания в качестве официального гимна. Полонез «Прощание с Родиной» остается одним из самых популярных произведений польской классической музыки. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!